Друзья, всем привет! Это Лена Пик, у нас новогодний выпуск. Как круто, как круто! Мы сегодня с вами будем делать вот такой крутой хвост. Смотрите, ой, офигенный хвост! Оставайтесь с нами, и вы узнаете, как сделать его всего лишь за 15-20 минут. Иногда я чересчур эмоциональная, но зато живая. Как считаете, лучше быть более такой строгой, сдержанной, либо живой и смеющейся, как я в начале сегодня? Напишите, мне будет любопытно, какую вы хотите меня видеть. Сегодня у меня в гостях Катюша, у нее волосы крашеные. Я сделала легкое гофре для того, чтобы было побольше объема. И начинаю делать деление от уха до уха. Отделяю макушку. Она должна быть не очень большой, примерно 4-5 сантиметров. Будет достаточно. Всю макушку я фиксирую наверху и так, чтобы пробор было видно, потому что я терпеть не могу, когда всякие волосы мешаются мне между проборами. А всю нижнюю часть волос я собираю в резинку. Нанесу лак возле шеи, чтобы все маленькие волоски подклеить, чтобы они не торчали. И собираю тугой хвост очень низко. Перехожу обратно к макушке. Хочу придать объем, поэтому я беру тонкую прядку сверху, распыляю пудру и начинаю начесывать. Начес делайте примерно 2 сантиметра от корня, потому что слишком длинный начес, большой, нам не нужен. Кот подтверждает мои слова, вы слышите его мяуканье закадровое. Он уже разбирается не хуже вас, я вам так скажу. Прядь за прядью в таком шахматном порядке я продолжаю начесывать всю макушку. Вы можете делать без начеса, если не хотите объем. Конечно, это ваше дело. Как хотите, так и делайте. А теперь мы возвращаем все на свои места. Посмотрите, какой объем. Конечно, сейчас нужно это все расчесать, почистить, чтобы прическа была гладенькая. Потому что, знаете, даже сложновато бывает делать гладкие прически. Они должны быть идеально чистыми, чтобы ни один петушок не торчал. А это не так легко, как в текстуре. Бесщадно счищаем, сглаживаем все. Я пока делаю это без каких-либо стайлингов, просто при помощи расчески. Не бойтесь того, что если вы будете сильно чесать, объем уйдет. У вас начес все равно остается внутри. Я наношу воск для того, чтобы склеить все маленькие пушки, чтобы придать прическе блеск и сияние. Вы видите, как сияет поверхность? И теперь я пригладила все волоски, которые короткие, которые постоянно выбиваются из прически. Сделала легкий оборот. И смотрите, вернула объем вот таким движением вперед. Поставила временную шпильку. И сейчас я подкорректирую объем. Посмотрю, чтобы он со всех сторон был одинаковый. Все получилось идеально с первого раза. Далее мой любимый лайфхак. Вы его видели уже, если смотрели мои прошлые видео. Я люблю пользоваться двумя невидимками и резинкой, чтобы заколоть, чтобы зафиксировать волосы в хвосте. Потому что продеть хвост обычным способом, как мы привыкли это делать, здесь у нас не получится. Обязательно будет грязно. Вылезет какой-нибудь петушок. Проверка со всех сторон, это очень важно. Если вы видите, что форма чуть-чуть примялась, можете поддеть кончиком расчески.
Теперь оформляю височно-боковые зоны. Здесь, если вы новичок, можно сделать просто без текстуры. А если вы хотите сделать посложнее, то, конечно, вытягивайте. Обязательно попробуйте. У вас что-нибудь да получится. Делаю легкий оборот от лица. Ставлю шпильку и тихонько вытягиваю текстуру. Здесь будет достаточно 3 линий. Не нужно слишком перегружать прическу. Помогаю расческой, чтобы не вылазили никакие петушки. Самое главное здесь не торопитесь тянуть. Делайте это плавно, особенно если это для вас первый раз. Как только вытянули, можно фиксировать лаком. Лак я использую средней фиксации от Кёны, потому что он, даже когда хочешь расчесать, можно расчесать, не будет никакой грязи. Это средняя фиксация, а сильная фиксация схватывает намертво волосы. И потом получается грязь после расчесывания. Со следующей, второй прядкой поступаю точно так же. Сначала воск расчесали и растягиваем. Смотрите внимательно. Растягиваю к лицу, делаю легкий оборот и снова беру шпильку и фиксирую. Еще раз покажу. Смотрите, не так длинно растянула. Поспокойнее. Поставила шпильку. И теперь снова воск и легкая текстура. Не перетяните, обязательно смотрите в зеркало, чтобы они не торчали у вас в очень странном виде. То есть сбоку должно быть гармонично, и у лица то же самое. А то знаете, как иногда бывает, смотришь сбоку красотища, а в зеркало повернула, а там все торчит как лезвие. Поэтому давайте смотрите и туда, и сюда. Последняя, третья прядка. У меня получилось всего 3, потому что я захотела сделать их более легкими. 4-5 будет смотреться более загружена прическа. Это зависит от вашего стиля работы. Если хотите, попробуйте, посмотрите, какой будет результат. Но сразу говорю, что будет казаться, что очень много элементов, и прическа будет более сложной, нагруженной. Левая сторона у нас является второстепенной, поэтому здесь небольшой отрезок волос я поделю на 2 части. А можно, кстати, оформить и как одну часть, если вы торопитесь, к примеру. Это сэкономит вам время. Я разделю на 2 части, потому что хочу немного больше элементов, чтобы это смотрелось не слишком уж просто. Беру верхнюю часть. Беру шпильку, легкое раскрытие и снова фиксация. Фиксирую возле макушки. Очень важный момент, не нужно фиксировать на макушку. То есть вы должны рядом ставить шпильку, чтобы территория макушки оставалась не притронутой. Да. Беру следующую прядь, также раскрываю, ставлю шпильку, но не на хвост, а рядом с хвостом. Сейчас будет вид сзади, и вы обратите внимание, где стоят шпильки. Смотрите, шпильки стоят рядом с хвостом. Я снова беру невидимку, 2 невидимки и резинку, и с помощью такого оборота тугого фиксирую все боковые пряди, за исключением одной, которой я собираюсь перекрыть эту резинку. И затем убираю все временные шпильки. Сейчас я покажу вам еще один элемент. Я оставила прядку и хочу сделать ленту из нее, чтобы закрыть хвост, чтобы закрыть резинку в хвосте, потому что так она смотрится просто ужасно, и это неприемлемо для стилиста по прическам оставлять резинку видимой. Поэтому давайте учиться, как же делать ленту. Я нанесла пудру, начесала прядку и буду фиксировать лаком сейчас. Раскрыла пошире. От ширины вашей ленты зависит
этот элемент в хвосте. Если хотите, можете сделать ленту узкую, тогда ваша линия будет уже. Вы сейчас увидите и поймете, о чем я вам говорю. Обязательно зафиксируйте ее хорошо, хорошо высушите, иначе она прилипнет к вашим пальцам. Довольно неприятное ощущение, поэтому постарайтесь, чтобы она была сухая. А теперь самое простое, нам осталось обернуть хвост этой лентой. И смотрите, на место, где лента пройдет, я добавляю некоторое количество лака. Он будет служить как клей. Если у вас лак сильной фиксации, то можете здесь использовать именно его, чтобы фиксация была супер стойкой. Я долго думала, что же можно поставить, чем можно дополнить этот хвост, ведь он уже хорош сам по себе. И нашла вот такие маленькие стеклышки, красивые, гармоничные. Напишите, как вам кажется, как смотрится это украшение, хорошо или лучше без него. Надеюсь, что вам было все предельно понятно по этой прическе. Если остались какие-то вопросы, оставляйте в комментариях. Я все комментарии читаю, на все отвечаю. И спасибо, что смотрите мой канал. Поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаю удачи. Оставайтесь онлайн. Пока-пока.